Сегодня я хочу поговорить о Крыме. Присоединение или аннексия Крыма – поворотный момент в современной истории России. Конец нулевых, начало десятых – удивительное время. Россия вышла из кризиса, идет восстановительный рост. Президент, им тогда был Дмитрий Медведев, рассуждает о свободе, либерализации, гуманизации. Сколковые нанотехнологии, лекции «Современное искусство». Марат Гельман с Артемием Лебедевым отправляются в Пермь, где губернатор Черкунов строит культурную столицу. И у него даже получается. Можете мне не верить, но было и такое. Не все губернаторы были посмешищами. Люди ехали в Пермь смотреть на красных человечков. Барак Обама прилетает в Москву, главы МИД России и США жмут кнопку перезагрузки отношений. Россия, да, коррумпированная страна второго мира, но вполне очевидно смотрит в правильную сторону. Она хочет развиваться, хочет быть привлекательной. Интернет не просто не пытаются громить со всех сторон, как сейчас. Интернет и IT – это вообще наше все. Никаких блокировок. В рейтингах интернет-свободы Россия обгоняет Штаты. Первые звоночки грядущего разворота российской политики относятся к 2012 году и начались с возвращения Путина в кресло президента. 2012 год начался с больших протестных акций, на одной из которых я даже выступил. Нам, молодым людям, рассказывают всю жизнь. В школах, в университетах, дома, родители, бабушки, знакомые, друзья, что все схвачено и куплено, что ничего не получится, что ничего невозможно сделать. Это не так, не слушайте. Если у меня получилось, значит, может получиться у кого угодно. Это был митинг на Новом Арбате, тогда большие митинги в начале года были за честные выборы. Но после инаугурации Путина все быстро перешло к масштабным уголовным делам, резкому ограничению свободы собраний, первым законам о произвольных блокировках в интернете. 2012 год – это год дела Pussy Riot, акта Магнитского, когда слова «Россия» и «санкции» вдруг стали употреблять в одном предложении. Это год закона Димы Яковлева, безумного запрета для граждан США усыновлять детей из российских детских домов. 2013 же – это первый после глобального кризиса год без роста экономики. Первый год секвестра бюджета по расходам. Первый год, когда затянувшееся правление Путина уже влияет на доходы граждан. В соседней же стране, Украине, к концу 2013 года протесты переходят к революции. Свержение действующего президента за коррупцию, некомпетентность и диктаторские замашки – это уже слишком наглядный образ будущего на фоне падения рейтингов президента России. На таком фоне уже не обойтись обычной пропагандой, бесконечным поиском духовных скреп и внутренних врагов. Даже дорогая и красивая Олимпиада в Сочи рискует уйти в песок. Тут нужна большая победа. Что делают авторитарные лидеры, когда падает рейтинг? Пытаются устроить маленькую победоносную войну, играют на патриотических настроениях, объясняют гражданам, что хоть за окном и плохо, а зарплата низкая, но зато нас все боятся, и мы великая держава. Через телевизор это проще объяснить, чем объяснить, что у вас хорошие зарплаты, когда они низкие. И вот Путин решает захватить Крым. Эта тема очень острая в нашем обществе, хотя с тех пор прошло больше 6 лет. И, к сожалению, острой она будет оставаться еще долго. Присоединение Крыма резко изменило нашу жизнь. Запад стал считать нас опасностью. Наша экономика сильно пострадала. Вот уже 6 лет граждане России ежедневно расплачиваются за Крым и будут делать это еще много лет. Когда речь заходит о Крыме, сторонники его присоединения упирают в основном на то, что эта территория исторически была российской и что крымчане сами захотели вернуться под крыло России. С первым аргументом мы тут спорить не будем. Действительно, еще во времена Екатерины Крым вошел в состав Российской империи, потом перешел по наследству к Советскому Союзу, и только в 1954 году Хрущев передал его Украинской Советской Социалистической Республике. Ну, то есть, может, по каким-то понятиям Крым и был всегда российским, но вот по закону в 1954 году он стал украинским, а потом это было еще подтверждено. Об этом чуть дальше поговорим. Вот с устремлениями крымчан все интересней. То, что они всегда хотели в Россию, не особенно оспаривают даже люди с проукраинской позицией. Как-то так получилось, что все приняли это просто как аксиому. Но если разобраться поподробнее, окажется, что это убежденность – результат манипуляции российской пропаганды, которая очень ловко и надежно укрепила эту мысль в сознании россиян, некоторых крымчан и даже украинцев. Когда я учился в университете Глазго, у нас был такой предмет Public Policy – публичная политика. На одной из лекций там рассказывали про различные приемы, которые правительство использует, чтобы подавить общественное обсуждение и протолкнуть какое-нибудь решение. Один из таких приемов – fake consensus – поддельное единодушие. Правительство говорит, тут и обсуждать нечего, с этим все согласны, и это понятно.
и просто принимает решение. Именно этот метод использовали власти России, присоединяя Крым. И этот фейковый консенсус держится до сих пор. Тогда власти убедили всех, и жителей Крыма, и россиян, и даже многих украинцев, что люди в Крыму хотят присоединения к России. Якобы они так проголосовали на референдуме. Конечно, этот тезис вымышленная госпропаганда и вранье. Давайте разберемся, как у них получилось нас в этом убедить. Чуть вернемся назад и вспомним, как вообще образовалась проблема с Крымом. Как я уже говорил, в 1954 году Крымская область вошла в состав Украинской ССР. Это была по большому счету формальность. Все республики все равно подчинялись центру. А так было просто проще управлять территорией. Она была больше соединена с Украинской ССР, чем с РСФСР. После распада Союза Крым оказался в странном положении. Он был частью Украины, но большую часть его населения составляли этнические русские. Более того, в Крыму базировался Черноморский флот Российской Федерации. Все 90-е вопрос статуса Крыма был предметом обсуждения. Периодически там даже были стычки с участием российских военных, но полуостров все равно оставался украинским. В 1997 году Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, в котором обязались уважать территориальную целостность друг друга. А в 2003 году договор о государственной границе, который закрепил территориальную принадлежность Крыма Украине. В конце 2013 года в Украине разгорелось противостояние между сторонниками евроинтеграции и пророссийски настроенными силами. В результате в феврале 2014 года Янукович, который считался российским ставленником, уехал из страны. На стороне защитников евроинтеграции выступали в том числе радикальные украинские националисты. И победу этой страны многие русскоязычные и лояльные к России граждане Украины, которых традиционно много было как раз в Крыму и на Востоке, восприняли как угрозу своим интересам. И вот на фоне этих событий к власти в Крыму пришли пророссийские силы, а их поддержала Россия. Путин поначалу присутствие наших военных в Крыму отрицал, но потом все же признал. Пойдите в магазин вот у нас, и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. В таких условиях и проходил тот самый референдум, в результате которого Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. мы говорим референдум, но по сути это была инсценировка. Внешние признаки референдума, в принципе, были, но настоящего всенародного изъявления не было. Давайте рассмотрим, что с ним было не так и почему нельзя считать, что крымчане очень хотели в Россию и проголосовали за это на референдуме. Во-первых, весь этот референдум прошел всего за 10 дней. Вот прям реально. От момента объявления референдума 6 марта 2014 года и до даты голосования прошло 10 дней. Референдум — это вообще-то всенародное обсуждение. Ну как можно что-то обсудить за 10 дней? Где вообще такое видно? Например, по российскому закону для проведения референдума о присоединении одной деревни к другой, всего лишь деревни, нужно объявить о голосовании за 45 дней. А если референдум проводится целой областью о присоединении к другой области, то за 60 дней. Референдум о независимости Шотландии, который прошел как раз тогда, в 2014 году, был объявлен за 547 дней до голосования. Это все делается для того, чтобы люди могли вести агитацию за и против предлагаемого решения, могли детально обсудить все опасности того или иного выбора, риски и влияния на их жизнь. Что там можно обсудить и взвесить за 10 дней? Можно в лучшем случае попробовать осуществить формальную процедуру подсчета текущего мнения граждан на каком-нибудь вопросе. Но и этого сделано не было. Голоса на этом референдуме никто не считал. Результаты были нарисованы по заранее заготовленным цифрам и никакого отношения к лежащим в урне бумажкам не имели. Это довольно обычная ситуация для российских выборов, особенно в некоторых регионах. Об этом тогда писал специалист по электоральной географии Александр Киреев. Я оставлю внизу ссылку на его пост, потому что то, что я сейчас расскажу, с первого раза так вот уловить сложно, лучше потом пост посмотреть. Но Киреев тогда обратил внимание на то, что в Севастополе результаты получились удивительно круглые. Смотрите, вот явка ровно 89,5%. Вообще, что такое явка? Явка — это число проголосовавших, деленное на общее число избирателей. И вот мы берем общее число проголосовавших, 274 101, и делим на общее число избирателей, 306 258. Получаем ровно 0,89500000. То есть ровно 89,5%. То же самое и с голосами «за». Делим количество проголосовавших за вхождение в состав России на число проголосовавших вообще и получаем ровно 0,956, 95,6%.
Это попадание с точностью ровно до одного человека. Отличалось бы оно на одного человека, и круглых цифр уже не было бы. Это могло быть либо удивительное, крайне маловероятное, невозможное совпадение, либо очень просто это объясняется. Сначала придумали проценты, а потом уже под проценты подгоняли абсолютные цифры. Еще забавно, если вы там посмотрите на голоса за Украину, то такой точности уже не будет. Там будет, вот посмотрите, поделить 9250 на 274 101, и мы получим 0,03374668. Ну, короче, много очень цифр после запятой будет, и они не будут округлены. Это, понимаете, почему получилось, да? То есть сверху спустили данные только по явке и голосам «за», а остальные цифры уже получились производными вычислениями и поэтому точны не были. То есть, как минимум, вот в Севастополе результаты написали в протокол без какой-либо связи с тем, что лежало в урнах. Такое вот нарушение, если это вообще можно назвать нарушением, если ты ничего не считаешь, что в урне лежит, а просто пишешь результат, какой сверху спустили. Ну, в общем, такие манипуляции оказались возможны, потому что фактически на референдуме не было независимых наблюдателей. Многие международные организации и власти стран заранее отказались признавать референдум легитимным и не стали никого отправлять наблюдать. Какие-то западные наблюдатели были, но это в основном приглашенные Россией, какие-то представители правых и радикальных партий, поддерживающих политику Путина. Но были российские журналисты, независимые, работавшие на участках, и они сообщали о нарушениях. Например, Илья Азар, тогда корреспондент «Дождя», и Екатерина Винокурова, которая работала в Знак.ком, рассказывали, что в Симферополе на избирательном участке номер 08001 им запретили присутствовать во время подсчета голосов. Члены избирательной комиссии сказали им, что по временному положению о референдуме при подсчете голосов присутствовать могут только члены комиссии. Правильно, зачем нужны лишние глаза? Тем более при таком деликатном деле, как рисование результатов. После такого вот объявления просто журналистов выставили за дверь представители самообороны при поддержке наряда милиции. Тут мы сделаем небольшую паузу на некоммерческое объявление о моем проекте. Вставка не по теме ролика, но я хочу вам рассказать про свою общественную организацию, которой занимаюсь 8 лет. Это городские проекты. Мы с Ильей Варламовым и нашей командой пытаемся делать российские города лучше. Но делаем это не через покупку лавочки или деревьев, а через создание общественного запроса на хорошие города и через политическое давление на власти, чтобы они эти хорошие города делали. Качественный общественный транспорт вместо маршруток, широкие тротуары, деревья и зелень вместо парковок, качественная застройка вместо многоэтажек. Все это должно быть и у нас, и мы предлагаем такие проекты по преображению пространств, вот как вы видите сейчас. А потом призываем людей требовать их от властей. А также предлагаем сторонникам сами им избираться и добиваться этого. Организация существует только на частные пожертвования. Особенно ценны ежемесячные пожертвования. Сам я не получаю там зарплаты, волонтерствую. Но ежемесячные пожертвования позволяют нанимать сотрудников и организовывать работу в других регионах, не только в Москве и Петербурге. Заходите к нам на сайт по ссылке в описании. Если вы оформите ежемесячное пожертвование, я буду очень рад. Продолжаем про Крым. В положении об общекрымском референдуме было провозглашено право зарегистрированных в Крыму граждан Украины свободно и всесторонне обсуждать вопрос референдума, его возможные последствия, вести агитацию и всякое такое. По факту же агитация была односторонняя. По всему Крыму стояли билборды, на которых полуострову в цветах флага России противопоставлялся кроваво-красный Крым за черной решеткой, да еще и с черной свастикой в центре. Кроме того, в Крыму были отключены все украинские телеканалы, зато прекрасно транслировались российские. Дальше еще важный момент. У голосующих не было возможности ничего не менять. Давайте вот посмотрим, какие вопросы были представлены на голосование. В бюллетене был пункт «Войти в состав России» и пункт «Вернуться к Конституции 92 года». Пункта «Оставить все как есть» не было? О том, стоит ли вообще менять статус Крыма, жителей Крыма никто не спросил. И понятно почему. Многие бы проголосовали за стабильность, а не за изменения. Есть очень много людей, которые всегда голосуют за то, чтобы все осталось как есть. А тут, когда в бюллетене нету варианта оставить все как есть, а есть выбор из двух видов изменений, другое дело. Ну и главная проблема. Весь этот референдум проходил под присмотром российских войск. То есть голосование проходило в присутствии войск, которые блокировали украинские военные части, взяли под контроль стратегические объекты, местные органы власти, в том числе Верховный Совет и Совет Министров в Симферополе. Голосование в Верховном Совете Крыма по назначению этого референдума и руководства республики проходило под давлением.
Игорь Стрелков потом рассказывал, что сам во главе ополченцев загонял депутатов в зал силой. Я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Не увидел. Не было ее. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Ну и чего? Это что такое? Это называется референдум или как волеизъявление? А еще до назначения референдума Верховный Совет под надзором, опять же, российских солдат избрал нового руководителя Крыма. Это оказался Сергей Аксенов. Аксенов был главой партии «Русское единство», которая на выборах в этот самый Верховный Совет набрала 4% голосов. Что, кстати, говорит о позиции крымчан по поводу объединения с Россией в мирное время. У них это у партии сразу было в программе. Я надеюсь, что этих аргументов достаточно, чтобы вы согласились, что произошедшее нельзя считать референдумом. Но что насчет желания крымчан вернуться в Россию? Может, если они все равно были за присоединение, то и бог с ними, с этими формальностями. Обычно в этот момент появляется какой-нибудь человек, и наверняка у меня в комментариях таких будет много, который говорит: я был в Крыму и все видел своими глазами. Или у меня есть знакомые, которые все мне рассказали, люди хотели присоединения. Но на это можно ответить, что, например, в 2016 году я своими глазами видел, как на выборах в Государственную Думу все голосовали за Яблоко. Все мои знакомые голосовали за Яблоко. В интернете все опросы отдавали победу на выборах в Госдуму Яблоку. А за Единую Россию никто вообще не голосовал из тех, кого я знаю. Это та же самая иллюзия. Она объясняется просто. Наш круг общения, как правило, соответствует нашим взглядам. Тот, кто рассказывает про единодушие крымчан, скорее всего, сам был за присоединение и видел таких же, как он. Кроме того, когда референдум проходил под присмотром военных, странно ожидать, что мирные жители выступят против, если, конечно, речь не идет о совершенно неприемлемой для них оккупации. А здесь это были все-таки российские войска, и для крымчан они не представляли какой-то угрозы. Те, кому все равно, не будут высказываться против такой ситуации. Да, тех, кто был резко против, например, лидера крымских татар Мустафу Джамилева, не допускали ни к дебатам, ни к агитации. Следующий аргумент в защиту теории «все крымчане были за» — это то, что никто не протестовал против результата референдума и, собственно, последующего присоединения. Это правда, массовых протестов не было, хотя те же крымские татары пытались выступать против. Но отсутствие массовых протестов говорит нам о том, что население не было настолько против присоединения, чтобы рисковать своей жизнью. Вокруг были хорошо вооруженные солдаты, хоть и они вели себя вежливо, и даже прозваны были вежливые люди, но это были вооруженные люди без опознавательных знаков, якобы ополченцы. Для крымчан это были либо свои земляки реже, либо просто россияне, говорящие по-русски, молодые люди чаще. Тогда в Украине мало кто воспринимал россиян чем-то вот очень опасным. Ну, то есть не было никаких причин и предпосылок для того, чтобы люди рисковали жизнью и шли с тяпками на хорошо вооруженных людей, даже если им и не очень-то нравилась идея изменения статуса территории. Для них это было нечто такое, что, ну, хорошо, происходит. Что тут? Не фашистская же оккупация. Еще можно сказать, что соцопросы показывали, будто крымчане хотят в Россию. Ну, соцопросы дело такое, можно найти на любой вкус. Ну, вот, например, есть опрос Киевского международного института социологии, который говорит о том, что в начале февраля 2014 года только 41% крымчан выступал за присоединение к России. Разумеется, можно найти массу опросов, которые покажут, что большинство было за. Но даже если эти опросы не врут и большинство было за, то, во-первых, там уж никак не 96%, но, во-вторых, ответ в соцопросе и голосование о решении о выходе из состава Украины и присоединении к России — это очень разные вещи. Если бы жители Крыма имели возможность, как жители Шотландии, 547 дней открыто и спокойно дебатировать и обсуждать все, взвешивать все за и против, то точно в процессе обсуждения всплыли бы следующие вопросы. Какова будет цена такого резкого выхода? Что будет с вкладами в банках, с имуществом? Что если мировое сообщество не признает результаты референдума и введет санкции? Что будет с электроэнергией и водой, поставляемой Украиной? Как будет решаться проблема с транспортом и грузоперевозками? Сухопутной дороги тогда не было, можно было ехать только через Украину. Готовы ли жители Крыма к нескольким годам, а то и десятилетиям жизни в статусе оккупированной территории? Когда, к примеру, есть реальная угроза сесть в тюрьму в Украине за госизмену при работе в госорганах, ну или там Apple Store не работает, это уже более приземленная вещь.
Что будет с въездом на территорию Украины, где у многих живут родственники, знакомые, может понадобится туда поехать по работе. Также было бы о чем подумать и крымским элитам, будь у них достаточно времени. У них возникли бы такие вопросы. Кто и по каким принципам будет управлять полуостровом после присоединения к России? Как встраиваться в российскую систему с ее коррупцией, беспределом силовиков? Не лучше ли остаться в родном болоте? Что будет с собственностью в Крыму? Не отберут ли ее? Признают ли? Если бы крымчане спокойно и всерьез, без присутствия войск, обсудили бы эти вопросы, то есть довольно высокая вероятность, что они потребовали бы от Украины больше автономии, возможность говорить и учиться на русском языке. Но, возможно, они решили бы этим ограничиться и не делать каких-то резких движений, чтобы не подвергать опасности свой образ жизни. Из Москвы, конечно, легко на высокопарном митинге кричать про то, что мы за ценой не постоим и прочее. Особенно легко это делать, если ты работаешь в ВГТРК на большой зарплате пропагандиста. Но людям свой кошелек обычно ближе высокопарных государственных ценностей. Если бы они всерьез взвесили все за и против, то могли бы прийти и к другому решению. Обманули с крымской историей и крымчан, и россиян. Ведь россияне бы тоже совершенно иначе реагировали на все это, если бы понимали, что происходит тупо наперсточничество, а жителей дружественного нам Крыма обманывают, втягивая их в большие проблемы. Обманули всех. Признать это тяжело, потому что ведь многие тогда взаправду гордились, а сейчас признать эту ситуацию достаточно трудно. Но объективно никакого крымского консенсуса не было, он придуман пропагандой. Просто несколько человек в кабинетах решили, что всем так будет лучше. Потом наше правительство захватило территорию с помощью военных, а всех обмануло, что это жители сами так хотели. Из-за этих действий в дальнейшем погибли люди в Донбассе. Миллионы крымчан столкнулись с трудностями, которых можно было бы избежать, а десятки миллионов россиян, которых никто даже формально ни о чем не спросил, стали жить беднее. Простых решений у этой проблемы сейчас нету. Но вылезание из ямы, в которую мы залезли, начинается с признания правды о том, как это все случилось. Подписывайтесь на мой канал. Тут мы каждый день обсуждаем что-нибудь важное о нашей жизни. В нормальном обществе мы бы с вами вместе смотрели бы такие обсуждения в эфире государственного телевидения. Но там сейчас у нас пропаганда, поэтому встречаемся с вами ежедневно тут. Завтра обсудим экономику, как нам выходить из текущего кризиса. Если вам тут интересно, загляните в мое прошлое видео про экономику. Я там объяснил, что такое инфляция и госдолг. Или вот другое видео о том, как к власти в Германии пришел Гитлер. До завтра.